Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, с вами Холдем, и мы продолжаем проходить игру Вальхалла. Сегодня, чисто сообщу сразу, видеоролик будет чуть короче, чем обычно, максимум может 20 минут, может чуть больше. Просто потому, что я не хочу, так скажем, перебарщивать ну вы понимаете, длительностью и всем остальным, а то мне сейчас, так скажем, мне не очень хорошо из-за переработки с работами вот, по дому и так далее. Но записать все-таки хоть что-то для вас хочется, чтобы в запасе хоть что-то было. Так что вот такие вот дела. Перед началом рекомендую подписаться, а то на пока из тех, кто смотрит наши видеоролики, всего лишь 55% подписанных, а все остальные не подписаны. Для вас это не трудно, это меня, меня это крайне мотивирует, да и вы сами именно получите приятный бонус в том, что вы пополните нашу маленькую семью, так еще и будете узнавать о новых видеороликах первыми. Ну а теперь можем продолжить. Вперед! Так, вперед. Продолжим. Эй, Джилл, а ты когда-нибудь думала купить Лунке одежку? Подожди. Одежку? Хех. Слушай, я знаю, как тебе трудно, но ты не можешь позволить этим чувствам затуманить твой рассудок. В следующий раз, когда почувствуешь, что чувства переполняют тебя, попробуй развлечь себя чем-нибудь. Скажем, ты можешь в эти моменты думать о том, что можно было бы напялить на Лунку. Ага. Босс, а я вот всегда про твой круг друзей узнать хотела. С кем ты общаешься? Учитывая, что ты тоже в нем состоишь, так что любые оскорбления моих друзей заденут и тебя. Ну, короче, у меня есть одна давняя подруга. Рыжая, ходит в очках без ума от больших пушек. Зовут Айрис. Это ты ей звонила, чтобы разрешить ту историю со шлемом? Именно. Если я правильно помню, сейчас она управляет баром BTS в Панаме. Кстати говоря, как вы видите, больше банок я выпил, я что-то переборщил чутка, ну да ладно. У нее тоже свой бар? На самом деле это я подрезала у нее идею. Вот как? Бар называется N1RV. N1RVNA. А если тебе когда-либо казалось, что в нашем городе опасно, то тебе следует посмотреть на людей, которых она обслуживает. С пиратами шутки плохи, скажу я тебе. АН, в названии ведь значит, что это часть другого бизнеса, да? А чем она еще занимается? Вроде бы этот бар изначально был при ее отеле, но тот бар переехал в другое место, а бар при отеле назвали N1RVNB. Странное решение. Вроде как она говорила, что хотела место подальше от шумных богатеньких постояльцев отеля. Так что этот бар еще ее женская пещера. Женская пещера. Так, ладно, от этих слов реально какие-то неловкие мысли могут прийти в голову, особенно на наши подвыпившей героину. Кроме нее, кто еще у меня в друзьях? Наверное, моя младшая сестра, но это не считается. Давайте выпьем. Так, 3 банки осталось. Еще моя напарница, с которой мы служили в полиции, Неон Сан-Франциско. Старая добрая Лекси. Надо будет ей как-нибудь позвонить. Подожди, ты где служила?
Да, я вообще много где была, Джилл. Некоторое время я работала в полиции, была рестлером, была и бойцом ММА, трубочистом, лесорубом, консультантом в зоомагазине, талисманом фирмы, странным маскотом. До сих пор на некоторых сайтах встречаю свою физиономию. Короче, кроме меня, кроме тебя, Джилл, моей сестры и Лекси, думаю, есть много людей, которые не хотели бы, чтобы со мной что-то случилось. Но и в основном потому, что хотят самолично придушить меня. А какие вы друзья у тебя? Ну, у меня вроде есть пара знакомых. У себя на родине и... Когда училась в колледже, я постоянно ходила гулять. Но скорее сами прогулки доставляли удовольствие, а не мои спутники. Кроме вас с Джилом, думаю, самый близкий мне друг это Альма, ну и Дороти. Ну, есть, конечно, еще Лунка, но она гуляет сама по себе и не желает выходить со мной в свет. К тому же, она кошка. Эй, кошка тоже сойдет так-то. Ладно, босс. Я просто обязана узнать. О чем? Про твою руку. Я не хочу говорить об этом. Ну давай, я хочу знать, откуда она у тебя. Ладно. Ну? Мне пришлось попросить об одолжении пару человек, чтобы заполучить ее. Я согласилась только на самое последнее. Я соглашалась только на самой последней разработке. Так я ей и обзавелась. Не могу сказать, что ты ничего не рассказала, но блин! Почему тебе так интересно, откуда она у меня? Мне просто хочется узнать тебя получше. Ты всегда такая классная, и восхитительная, и крутая, и... Ну скажи хотя бы, может ли эта рука делать что-нибудь прикольное? Да, на ней установлена пара полезных штуковин. В предплечье установлен жесткий диск, на котором я храню некоторые данные. А еще в ней есть фонарик и часы. Правда, нынче почти все протезы их имеют. И каково это было потерять руку? Честно говоря, мне было грустно. Но все же я ни о чем не жалею. Да, я потерял рабочую руку, но это была жертва ради высшей цели. Если бы ради подобного мне нужно было лишиться еще какой-нибудь конечности, я бы определенно ей поджертвовала. Но надеюсь, что до этого больше не дойдет. Так и что же это была за цель? Так что же это за цель была? Больше вы от меня ничего не добьетесь, юная леди. Все? Серьезно? Глава 2. Амарджа? Или как? Амарджа. Прошу прощения за звуки этого шоколада и других вещей. Просто это чтобы меня немножко взбодрить. Так, счет за электричество будет выслан вам 24 декабря. Пожалуйста, убедитесь, что к этому дню у вас на счету будет необходимый 8000. Ну хотя ладно, у меня уже 6200, накоплено. Джилл увидела в магазине дораму и хочет ее купить. Ее приобретение поможет ей сконцентрироваться на работе. Так, ну ладно. Ключевой массажер, знамя керамики, митый став, Юрлов, бланш наполненник, белый цветок, PSP. А, вот, треснувший Дарума. Японский сувенир, повидавший лучшие времена, все еще обладает винтажным шармом.
Джилл купила все, что хотела, и теперь ее ничто не отвлекает от работы. Ну нормально, денег достаточно. Давайте сохранимся на всякий. Отлично, 7-й день пошел. Так, дополненная правда. Администратор Денджер.ру был... Администратор Денджер.ру был арестован. Снова. Лана Смит. Хакерская группировка Элис Рэббит украсила популярные форумы Денджер.ру очередной угрозой, которая повлекла за собой уже второй арест администратора сайта, известного под псевдонимом Фер. В ходе следствия по данному делу был арестован администратор сайта Денджер.ру. Пока это вся информация, которую мы можем вам сообщить. Рассказала нам по телефону Лизет Блан, член отделения по борьбе с киберпреступностью. Сейчас мы занимаемся отслеживанием устройства, с которого было размещено вчерашнее сообщение. Реакция самого Фер на арест была краткой. Да сколько можно? Блин, мне его жалко. Это тоже... Не знаю, можно ли ассоциировать с нашим временем. То же самое, что с товарищем на букву Н, имя которого лучше не называть. Хотя, может назвать. Хотя ладно, я на ютубе, мне чё? Меня никто за это не тронет, так как... Если я не буду ничего плохого про него говорить, меня не трогают. Бедняга. Да, согласен, Джилл. Тот еще бедолага. Блин, это как Навальный, блин. Только тут его реально по беспределу постоянно притягивают, потому что, скорее всего, если бы он был бы связан с этими хакерами, его бы давно бы арестовали. Компания Nanaimo начала производство умного нижнего белья. Лана Смит. Если вам в жизни не хватало нижнего белья, текстуры которого можно было бы изменить голосовой командой, то у Nanaimo есть для вас отличное решение. Компания, уже наладившая производство своей наноткани для рядового потребителя, планирует выпустить линейку нижнего белья, меняющего свой внешний вид посредством голосового управления. Больше никаких пятен на ваших белых трусиках. Просто измените цвет на черный, и пятна будут едва заметны. Правда, запах никуда не денется. Так далеко они еще не продвинулись. В связи с новинкой мы ожидаем роста продаж в следующем году, сообщил ДП, представитель компании. Сообщил дополненной правде представитель компании. Я сама ношу пару таких. По мне, так очень удобно. Лунка, ты ведь сейчас подумала о том, чтобы посмотреть цены на него? Нет, совсем нет. Да. Объявление на программу GSF на 4 января. В центре внимания сын Америки 66 и гигант Юсуки. Лана Смит. Кровная вражда между сыном Америки 66 и гигантом Юсуки достигнет своего апогея уже 4 января на ежегодном шоу GSF. Но это матч не единственный. Но это будет не единственный матч. Вас ждет множество других интересных боев с участием таких известных бойцов, как Великий ДК и Аренс. Полная программа боев указана ниже. Сын Америки 66 против гиганта Юсуки, кубок GSF. Красная комета МЛ против Нагисы, женский кубок. О, подожди, Красная комета, это разве не наш босс? Акита против Великого ДК. Рой Кэмпбелл против Аренса, молодежный кубок GSF. Джек Бомба и Пламя против Хули и Каракольта, командный кубок. Осуна против Зигфрида. Рестлинг. Стало интересно после общения с боссом. Ага, 100% ты это сделал, просто чтобы темы для разговора найти. Так, Danger.ru. Атака на банк Аполлон. Так, атака на банк Аполлон, 4 сообщения. Подтверждаю, что история с захватом подошла к своему концу. Террорист был застрелен, и заложникам больше ничего не угрожает. Однако была произведена утечка огромного объема информации с серверов по всему миру. Помните, как Алиса сливала инфу?
Так вот, та информация даже рядом не стояла с той, что нам открылось сейчас. Документы, доказывающие факты получения крупных взяток, отмывания денег, шпионажа. Страшные вещи. Охренеть. Архив весом в несколько терабайтов доступен для скачивания примерно с 6000 серверов. Да не, 60... Не, подожди. Сейчас я просто посмотрю. Да. 60 тысяч серверов. В нем содержится информация обо всех денежных переводах, совершенных правительством Глит-Сити и Белыми рыцарями, а также обо всех передвижениях рыцарей и спецоперациях. Похоже, настоящей целью нападавшего был не взрыв банка, а проведение заложников в Северную банка, защищенную несколькими уровнями физической защиты. Звучит очень серьезно. Как он вообще сумел это все спланировать? Не представляю, но именно это свидетели говорят полиции. Ладно, похоже, мне сейчас стоит покинуть место событий, но я постараюсь написать все более подробно в следующем посте. Правда, понадобится некоторое время. Будем ждать, спасибо. Будешь читать файлы? Будешь читать файлы? Не. Да что так, это интересно. Что ж там такого скрыто-то? Вот так лучше. Так, атака на банк Аполлон еще. Зафиксирован взрыв, а СМИ по-прежнему молчат. Подтверждаю, что взрыв действительно произошел, но похоже, что это была только одна из бомб. Там вообще какой-то пиздец творится. Тут я согласен. То есть там есть еще бомбы? Она была не одна? Именно. Если есть зацепки насчет того, кто за этим всем стоит. Я слышал из нескольких источников, что это новая группировка, которая поставила перед собой цель свергнуть правительство. Пока ни одного имени не было названо, и похоже, что это не группировка, а человек в одиночку все спланировавший. У него должно быть титановые яйца. И это только слухи, но все же есть мнение, что в теракте может быть замешана Элис Рэббит. Каким образом? Некий хакер помогает заложникам сбежать, и подозрения падают на Элис. Кех, похоже, что для интернет-воина все же нашлось полезное занятие. Получается, Элис Рэббит против этих восставших. Ну, тут уже, знаешь, такая вещь. Знаешь, что самое интересное? Тут непонятно, кто хороший, кто плохой. Потому что, с одной стороны, правительство, то еще хренососы еще те. Потому что, ну, понимаете сами, блин, что они творят и что с нашим городом происходит под их управлением. Сколько там коррупции у них 100% развелось в этом капиталистическом раю. А к тому же, опять-таки, второй интересный факт в том, что все равно вот о целях этих террористов непонятно, что они хотят. Если это просто анархисты, которые просто хотят нафиг разгромить правительство к хренам, то получается, скорее всего, мы получим еще больше жертв, чем планировали. А если они что-то планируют, какую-то программу перестройки, то интересно бы ее узнать. Потому что уберете вы, например, этого Стила, или как там его. Я не помню, как там нашего главу города называют, но я забыл его имя. Но если они его уберут, то что дальше? Что такого? Ладно, атака на банк Аполлон, вторая часть. СМИ все еще предательски молчат об этом. Дополненная правда писала про банк, но очень мельком. Мельком. И то написавший ту статью журналист мог остаться без работы за свою выходку. Йо-Йо Ким написала, она всегда старается писать про серьезное дерьмо, но думаю, ДП уже давно хочет от нее избавиться. Ёбаный стыд. Так что клейбейты восторжествовали. Их станет как минимум больше. Белые рыцари передают, что внутри здания банка сейчас находится куча народу, и как минимум 3 уже мертвы. Как? Внутри кто-то расстреливает людей? Судя по всему, это была охрана банка, но подробностей у меня нет. Звучит, конечно, дико. Ну давай, Анон Инсайдер, налей нам инфы побольше, ты ведь можешь. Делаю все, что в моих силах. Спасибо, Анон. Мы в тебя верим. Я женюсь на Аноне Инсайдере. Тема закрыта. Похоже, много чего произошло, пока меня не было. Еще как. Ну, кажется, мы все прочитали. Погнали, я думаю, что. Кстати, блин, мне кажется, мы можем Ладно. Ну, тут все Джил? Привет, ребята, рад вас видеть.
Ты как сюда зашел, мать твою? У меня есть дубликат ключей. Забыла, что... Стоп. Это вот так вы меня встречаете после такого долгого отсутствия? Я знала, что с тобой ничего не случится. И вообще, мне стоило бы урезать тебе зарплату за то, что ты не появляешься столько дней, не предупредив заранее. О. Вот видишь, Джилл, в понедельник он объявляется здесь, как будто ничего и не было. Так, секундочку, почему у него есть ключ, а у меня нет? Так ведь не было еще повода тебе его давать. И то верно. Но я все равно рада, что ты в порядке, Джилл. Спасибо, наверное. Что, опять заставишь меня мыть туалеты? Не сегодня. Слушай, я понятия не имею, кто ты такой и кто хочет надрать тебе задницу. Но помни, что есть люди, которые за тебя переживают. Не надо просто так вот пропадать. Особенно, когда на улицах такая херня творится. Хотя бы дай нам знать, что ты еще живой. Так ты, значит, переживала? Это нормально в такой ситуации, не считаешь? В твоем случае я даже и не знаю. Ой, да иди ты. Она права, не стоит так сильно беспокоиться. Не стоит так сильно беспокоить дам. Ты не мог бы проверить интернет-антенну? Мне кажется, коты ее сбили немного. Ладно. Эй, босс, почему ты оставила толстовку у меня? Потому что она твоя? Но я же разрешила тебе забрать ее. Прости, я не смогла. Почему? Отчасти потому, что мне показалось неправильным ее забирать. Но в основном потому, что, на мой взгляд, ты будешь мне гораздо более миленькой, чем я. Ясно. Не подумай, что я отказываюсь от твоего подарка. Просто... Лелеять милоту — моя первая директива. Понятно. Ты все еще переживаешь из-за закрытия бара? Ну, конечно. Не то чтобы я не могла работать из-за этого, просто... Мы можем лишь по максимуму насладиться нашими последними мгновениями в этом месте. Да уж. Так что выше нос, клиенты чуют грусть и страх, а нам этого совсем не надо. Я пойду к себе в кабинет. А если мы заработаем до хрена бабла? Вот если я заработаю, например, за все дни, там, не знаю, 5000 рублей, не, даже больше, это получается будет даже больше. 50 тысяч можно будет как-то заработать. Если я заработаю 50 тысяч долларов, может это, не знаю, повлияет на концовку, знаете, ну, типа, если они увидят такой доход за все оставшиеся дни, может быть, они все-таки сжалятся и оставят бар в покое. Ну ладно. Конечно, я сомневаюсь, но кто знает. Я пойду к себе в кабинет. Окей. Антенна в порядке. Я что-то пропустил? Да нет, ничего. Ладно, пора начинать день. Ну что ж, так, где тут? Где тут? А где? Так. А, вот он. Нашли. Давайте сейчас. Немножко пройдем наш день, чутка. Секундочку. Надо будет, кстати, заглянуть к себе, ну вы знаете, во вкладку с музыкой, может быть, мы сможем купить себе треки новые. Время подавать напитки и вершить судьбы. Так, секунду. Так, go. Пошлите. Все. И, кстати, где Джилл? А? Я рада, что ты в порядке. Правда рада. Спасибо. Прошу прощения, я ищу Дану Зейн. Могу я знать, кто ее спрашивает? Передайте ей, что это Брайан. Секундочку. Босс, тут тебя ищет какой-то Брайан. Скажи ему, что я буду через минуту. Она ему... Ну, вы слышали. Все в порядке, я подожду. Странно, что кто-то пришел именно к ней. Обычно такого не бывает. Не так уж и странно, если это кто-то менеджер BTS в этой части города. Ну да, наверное. Наверное, я испортила первое впечатление о себе.
Не берите в голову, я знаю, с кем работаю. И я все равно не люблю, когда люди со мной излишне вежливы из-за моего положения. Представьте, что я всего лишь очередной клиент. Ладно, это я могу. Что вы будете заказывать, мистер Брайан? Начнем, пожалуй, с основ. Сахарный прилив, будьте любезны. Сейчас будет. Сахарный перелив, да без проблем. Где тут? Сахарный прилив. Держи, братан. Может, не будем? Я не буду обдирать его все-таки, потому что это босс. Босс есть босс. Карматрина я добавлю ему, ну не знаю, там 4 штучки. 4 штучки карматрина, вот так. Легкий, сладкий, нормально. И что тут? Перемешать. Сахарный прилив, держись. Держись. Да, вполне на уровне. На курсах этим приливам уделяли особенное внимание. Почему? Он как яичница от мира коктейлей. Замешать его проще всего, но с ним все равно можно напортачить. С приливом не нужно ничего мудрить. Просто следуй инструкции и все. Но если даже его не сможешь сделать, то, боюсь, в бармены тебе путь заказа. Такого нам на курсах не говорили. Вы ведь Джилл? Да. Да, это я. Да, она много мне о вас рассказывала. Правда? И наверняка у вас есть пара вопросов ко мне. Я прав? В основном насчет грядущего закрытия Вальгаллы. Вы можете рассказать об этом поподробнее? Я не должен, но вы вправе знать. Спасибо. Не стоит. Так с чего бы начать? Вам же известно, какая правда вскрылась после инцидента в трастерном банке Аполлон, да? Это вы о том, что в Белых Рыцарях служат много членов преступных группировок? Оказывается, не только в Белых Рыцарях водятся подозрительные типы. Те же ребята пытались прикрыть свои грязные дела, используя бары, сертифицированные BTS. У баров BTS свои протоколы, поэтому Белые Рыцари не могут копать под нас достаточно глубоко. Без бюрократической волокиты, по крайней мере. А она дала бы преступникам время замести следы. Оказалось, что это весьма эффективный способ отмыва денег, хотя и трудоемкий. Но при чем здесь Вальгалла? Руководство приглядывается к молодым барам, а главным подозреваемым оказываются те, что не приносят достаточной прибыли. Речь идет не только о Вальгалле. Сейчас они плотно копают под все небольшие бары. Значит, нас закрывают из-за скудной выручки. Из-за низких доходов бары закрывают реже всего, поверьте мне. А то так ежегодно закрывалось бы сотни, тысячи заведений. Сама все узнаешь, значит. Простите? Ой, ничего, не обращайте внимания. А ты был прав, Джилл. Если это вас утешит, я изо всех сил стараюсь, чтобы вас не закрыли. Правда? Почему? Остальные бары в Глич-Сити серьезно портят мне нервы. Постоянно получаю жалобы о химических ожогах и сомнительных коктейлях. А на это место клиенты почти не жалуются. В наших местах это редкость. Единственное, что приходит на ум, тот недавний конфликт с Farmer Fabrics. Как же много тогда было слюны. Хотя я был не сильно рассчитывал на благоприятный исход. Особенно учитывая, что BTS пытается изобличить как можно больше подозреваемых. И все ради того, чтобы сохранить лицо. Мне достаточно того, что вы искренне хотите помочь. Спасибо вам. Может, вам еще чего-нибудь подать? Я тут вспомнил кое-что. В вашей коктейльной карте есть напиток, который придумали здесь. Верно? Да, верно. Это суплекс. Я бы очень хотел его попробовать. Хорошо. Так, суплекс он где? Пианистка. Вот он, суплекс. Вариант пан-драйвера, обжигающий больше язык, чем горло. Так, бронз 4 и 3 фальмардегида. Ну и 3 вот эти. Держите. Перемешать со льдом. Суплекс. Вот, держите. В реестре указано, что этот коктейль получился в результате неудачной попытки замешать пан-драйвер. Можете спросить у создателя напитка. Вон он.
О, так вы Роберт? Да, именно так. Единственный неповторимый Роберт. Это я. Мда. Мда. Да. И главный, кто отдувается за всех нас. Но Джилл обратилась к тебе, Джилл. Это сленг. Аргентинский. Роберт у нас из Аргентины, так что мы зовем его Джилл. Забавно, но так получилось, что наши имена звучат одинаково. Вот как? Ясно. Простите, Брайан, я наводила порядок в офисе. Прошу, заходи. Уже иду. Еще есть вопросы, Джилл? Нет. Хотя... Да. Как бы вы оценили мою работу? Ты выполняешь заказы чисто и быстро. Передо мной бармен высшей пробы. Спасибо. А теперь извини. Странно, что ты его раньше не видела. Я ходила на курсы в другом городе. Там региональный руководителем была какая-то девушка с красными ирокезом. Так, я думаю, уже надо заканчивать. Опять-таки, видеоролик даже вышел опять на стандартные 30 минут. Я даже не замечаю, не заметил, как это вышло. Ну ладно, нормально. Первого клиента обслужили. Ну, это довольно легко было. Тут даже не было каких-то загадок с коктейлями, как это обычно бывает. Хотя, честно говоря, скажу вам честно, я бы был бы рад, если бы этих загадок было, знаешь, побольше. Как вот с тем загадочным мистерио, который был в позапрошлой серии, получается. Вон там было интересно, когда приходилось просто искать коктейль, который в сумме выдавал сколько там? 12? 17, да, 17 в количестве. Там нужно было 17 ингредиентов добавить в общем в коктейль. Вот. Было бы интересно, если бы их было больше. Ладно, продолжим в следующей серии уже. Узнаем дальше уже, кто к нам придет следующим. Правда, довольно приятный вообще этот человек Джейн. Он довольно неплохой. Кстати, я правильно ему Брайан, блин, Джей. Вот уже, блин, говорю хороший человек, а сам имя даже не запомнил. Да, какой невоспитанный. Ну да ладно. Реально, Брайан, не знаю, неплохой такой человек. Только вот я побаиваюсь, что он что-то присмотрелся как-то к Джилу. Именно, точнее, к Джилу, да, к Джилу он присмотрелся. Главное, чтобы он копать под него не начал, а то вдруг они узнают об его темном прошлом. Не хотелось бы, чтобы нас за это протянули. Ну, остальном хорошо, он пытается спасти бар. Ну, хоть как-то. И получается, у нас отчасти есть вариант в том, чтобы если мы заработаем достаточно бабосов, возможно, мы сможем, ну, так скажем, немножко подпортить ситуацию компании именно BTS, чтобы им было меньше причин к нам придираться из-за низкой выручки. Тогда, возможно, нас вместе с остальными барами не прикроют. Кстати, интересная причина, что там какие-то фигни творились с подпольной преступностью, с подпольным отмыванием денег в чертовых барах. Ну, хотя бы, зная, какой тут город, тут вообще в каждой вообще дыре, я думаю, есть коррупция хоть какая-то и преступность. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте игры, критикуйте. Буду рад с вами поболтать, загляните в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Буду рад вас там видеть. Не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, так вы новых видео узнаете, пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.